Здравствуйте, уважаемая аудитория, здравствуйте, уважаемый Мурат. Здравствуйте, Асулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. Мы ждем с нетерпением, какая у нас сегодня тема беседы, Мурат. Надеюсь, как всегда, тема очень интересная. Мне написали вопрос, связанный, интересный вопрос, потому что он непосредственно связан с нашей предыдущей темой, с НЛО. А конкретно меня спросили, то есть написали что-то вроде этого, что вы знаете, что вы думаете о великанах? Были ли вообще на Земле великаны? Потому что вот люди даже немножко такие вот возмущенные, то есть там вот знакомый написал, что вроде бы были раскопки, не раз находили останки, да, скелеты, может быть, вы тоже слышали, Айсулу? Ну да. Каких-то великанов там вообще, и причем эти раскопки вроде бы были официальные, а тем не менее официально тишина насчет великанов. Ну, то есть как бы, нету темы вообще, были великаны или нет. Хотя вроде раскопки были не раз в разных странах, находили. Вот. Но современная историография, наука, они как-то так не признают это дело. В общем, как бы считается, что великанов не было, и вот как бы вот так это все, так сказать, на уровне официальном вот остается как бы в тишине. Ну и вот вопрос, вообще как относиться к этому? В конце концов, эти раскопки, где вот нашли останки, это правда или нет? Или вообще были они, или это просто какие-то фейковые раскопки и так далее. Но людей интересует, кроме этого, естественно, все-таки любого человека спросить, вы знаете, что такое великан, ну, даже дети скажут, да? Потому что, много сказок, там, в греческих мифах, сказания всякие. Вот с детства люди слышат великаны, 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 но все это принято как бы считать, это все легенды, там, сказки. И потом вот это вот остается, как бы человек вырастает и думает, это типа детские сказки. Но он никогда, то есть, конечно, со временем человек мудреет, и когда более-менее мудрым становится, он начинает понимать, что вообще-то сказки, они, как правило, правду говорят. Вся правда в сказках. Вот. Хотя вроде кажется, да, это немножко фантастически, там неправдоподобнее, но на самом деле там очень много правды. Вот, так что вот этот вопрос о великанах, в принципе, я тоже вижу в интернете время от времени, все время всплывает эта тема, все время кто-то тоже поднимает этот вопрос. И вопрос как бы все время остается вопрос без ответов, но со всякими догадками, с какими-то гипотезами, а конкретного ответа никто не дает. Я подумал, тем более, что да, эта тема непосредственно связана с нашей предыдущей, как бы наша беседа будет сегодня продолжением прошлой беседы, потому что это тесно связано. Вот. И недавно, где-то неделю назад, Путин интервью давал американскому журналисту, вы, наверное, слышали, да? Конечно. Да, интервью наделало очень много шума во всем мире, до сих пор обсуждают. Вот. Конечно, понятно, почему это интервью вызвало такой интерес, потому что
Но весь коллективный Запад ввел санкции против России. Но мало этого, они против Путина персонально тоже ведь ввели санкции, да? Да. И они все время говорили, что вот надо изолировать Россию от всего мира, и Путина лично, никто с ним не должен встречаться, никто с ним не должен разговаривать. Вот. Но вот прошло 2-3 года, а как-то видят, Путин встречается со многими лидерами разных стран, кроме западных, но весь остальной мир, так сказать, с удовольствием встречается, и не только встречается, а делают очень много всяких дел, выгодных обоюдно, да, взаимных. И как бы получается, что вот сейчас уже видно, что, в принципе, Запад сам себя изолировал от всего мира, потому что весь мир активно начал общаться без западного мира и прекрасно себя чувствует. И Запад почувствовал, что вот, так сказать, да, попадает в какую-то изоляцию от всего мира. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, сейчас уже Запад абсолютно понял, и ясная картина, что войну не проиграли. Я об этом говорил еще больше года назад, что война уже проиграна Западом. Но Запад только сейчас вот до них доходит, что да, по всей видимости, уже все это конец, войну не выиграют, надо как-то тянуть. И я думаю, вот именно поэтому это интервью состоялось, что ну, надо как-то налаживать отношения, надо какие-то опять связи налаживать. И вот первую ласточку закинули в виде интервью, чтобы, так сказать, вот, так сказать, мосты опять прокладывать, потому что, понимаете, когда действительно самолеты не летают, там поезда не ходят, с Россией никаких контактов у Запада нету, в информационном пространстве вообще табу, нельзя вообще ничего. А тут вдруг вот, известный американский журналист, очень известный, может быть, самый известный в настоящее время, вот, берет и летит себе в Москву, да? Естественно, такое не могло случиться просто потому, что он так захотел. Я думаю, за этим, естественно, стоят очень влиятельные люди в Америке, которые просто выслали его, сказали: слушай, давай, поезжай в Москву, поговори, и ни в коем случае не вздумай обидеть. Надо нам, так сказать, наводить мосты. И вот таким образом его выслали, чтобы наводить мосты, и надо как-то, так сказать, думать о будущем. Пора, потому что все меняется, вот, и, так сказать, на Западе тоже у них позднее зажигание, но все-таки уже постепенно начинает до них доходить. Вот. Но дело не в том, что я сейчас хочу разбирать это интервью, уже его по косточкам разобрали, там, по цитатам и так далее. Поэтому я не об этом, не поэтому вспомнил, а интересный был вот этот первый вопрос, на который отвечал Путин. Получилось так, что на этот первый вопрос, чтобы ответить на него, он рассказал, пробежался по тысячелетней истории России, Руси. Когда она образовалась, как это все было и до сегодняшнего дня. Вот такой ответ развернутый дал, отвечая на первый вопрос. Вот. И дело в том, что, чтобы ответить на вопрос о великанах, мне придется пробежаться по истории человечества, но в 75 тысяч лет.
И вот так как вот это интервью Путина вызвало тоже интерес, потому что ну, на Западе действительно понятия не имели об истории России, как это все складывалось и так далее. И, естественно, открыло это им глаза, с одной стороны. С другой стороны, есть такой известный как его назвать, ну, может быть, блогер, писатель тоже, он книжки пишет. Его зовут Шигалов. Вы не слышали о таком? Шигалов. Очень интересный человек. Он прежде всего занимается вот такой нумерологией. Исследует вот именно вот всякие события важные, которые происходят в мире, да, он все время смотрит на цифры. Какие цифры за этим стоят и так далее. Вот очень интересно тоже, вот он прокомментировал тоже интервью Путина и тоже заметил, что там тоже присутствует нумерология. И, например, он отметил цифру 37. Кому интересно, вот советую посмотреть. Шигалов, он очень много вот таких вещей всяких говорит, вот связанных, интересные его наблюдения, он все это, так сказать, высчитывает. Это колоссальная, кропотливая работа, все это он находит, материалы и так далее. И вот он говорит, что на Западе уже давно при упоминании что-то о Путине всегда присутствует цифра 37. То есть ему как бы приписана эта цифра. Каким образом? Как это? Ну вот какие-то события происходят, и всегда там присутствует какая-то цифра 37 должна быть. Каким-то образом присутствовать. И он говорит, практически везде, как какое-то событие происходит, и на Западе об этом громко начинают писать, связанное с Путиным, да, то там обязательно будет цифра 37. И вот он заметил, что вот это как бы приписано к Путину именно эта цифра. И говорит, естественно, вот это интервью, оно тоже не было исключением. И вот, да, и вот он говорит, Такер Карлсон взял интервью 6 февраля, а опубликовал 8. То есть не сразу опубликовал, а именно 8 февраля опубликовал. И получается, видите, он так посчитал, выборы президента будут в марте, 15 марта начнутся выборы президента России. И это получается ровно 37 дней. То есть это интервью вышло за ровно 37 дней перед выборами. И вот он говорит, вот всегда вы найдете цифру 37. Как только речь заходит о Путине, говорит, вот и вот почему Такер опубликовал не 6, не 7, а вот именно 8, да? А вот 37 дней. Поэтому те, кто в теме, не знают, что это все не просто так. То есть тем самым подчеркивается, что это не было случайное интервью, а это знаковое интервью. И так как это американцы публикуют и так далее, то, значит, они, естественно, вот приписывают 37 Путину, и они показывают, что, так сказать, мы за этим стоим. То есть эти там, как их называют, глубинное государство, теневое правительство и так далее. В общем, влиятельные люди за этим стоят, и они таким образом себя обозначают, что это не просто так. Сам Шигалов немножко так был удивлен, он говорит, я говорит, не знаю, почему 37, но все время 37 с Путиным, да.
А мне хотелось ему сказать, но я его не знаю, поэтому, если бы я его знал, я бы ему сказал, что 37. Почему 37? Потому что, вот тоже интересный момент, если посмотреть, знаете, Земля, там есть параллели и меридианы, да, то есть в ширину вот эти линии, да, и которые идут вдоль, это меридианы. Так вот, Москва находится на 37 градусе по меридиану. И вот этот 37 градус ровно через Кремль проходит. Понимаете? Поэтому, в принципе, я думаю, это не относится только к Путину. Любой президент, который будет восседать в Кремле, это вот ему приписывается 37, потому что проходит меридиан через Кремль. Вот такие вот. Вообще, советую послушать Шигалова. У него очень много всяких интересных вещей, таких. Он все это, так сказать, высчитывает. И потом у него, видно, память феноменальная. Он очень много помнит всего. И умеет анализировать, связать разные события, казалось бы, не связанные. Так что советую его послушать. Вот, так что вот это интервью, оно как бы было такое знаковое. И, может быть, тоже поэтому Путин тоже с самого начала обозначил, говорит, мы будем серьезно разговаривать, или вы хотите ток-шоу? Да, ну и тот говорит, нет, ну серьезно. Ну, если серьезно, давайте серьезно говорить. И там он очень много таких серьезных вещей сказал, знаковых. Вот. И то, что касается великанов, теперь возвращаясь к великанам, это тоже, в общем-то, знаковая вещь, связанная и вот с НЛО, с пришельцами, то есть и связана с тем, чтобы понимать, что происходит вообще и сегодня, что происходило, а без истории мы не можем понять, что сегодня происходит. Поэтому надо знать историю, и историю надо знать, ну, как минимум, 75 тысяч лет. А почему 75 тысяч лет? Ну, потому что вы рассказывали, что идет потом перерождение. Совершенно верно. Потому что это большой цикл. В этот цикл происходит тотальная уборка урожая. Я просто напомню, или тем, кто не знает, скажу, что тотальная уборка урожая – это раз в 75 тысяч лет все души убираются с планеты. И на какое-то время планета отдыхает, а потом заново заселяется новыми душами. Это вот как, когда я был маленький, в детстве, летом я всегда ездил в пионерский лагерь. Не знаю, вы застали эти времена или нет. В то время у нас было, значит, летние лагеря. 3 потока было, потому что каникулы длились 3 месяца. Июнь, июль, август. И, значит, один поток, первый поток, ну, то есть каждый поток длился где-то 25 дней, по-моему. В общем, первый поток заезжал, дети, 25 дней, по-моему, если вот, мне память не изменяет, но не более 25 дней. И после этого все дети уезжают, лагерь пустой, никого нету. То есть где-то неделю там никого нету. Ну, естественно, происходит там дезинфекция, готовят к следующему потоку, там где-то чего-то надо отремонтировать, отремонтируют. Вот это время нужно обязательно, чтобы был перерыв. И потом приезжает новый поток, совершенно новые дети,
и отдыхают. Ну вот то же самое на Земле происходит. Один раз в 75 тысяч лет все убираются, какое-то время Земля отдыхает, а потом приходят новые души. И поэтому, чтобы понимать то, что сегодня происходит, ну, надо знать историю вот, хотя бы в 75 тысяч лет, потому что есть преемственность. Потому что в течение 75 тысяч лет на Земле все время люди присутствуют, и все время из поколения в поколение передаются сказки, сказания, были, да, эпосы создаются и так далее. А вот если вы посмотрите дальше, например, то, что было 100 тысяч лет назад, люди не знают, понятия не имеют, потому что ничего не сохраняется, нету преемственности. Понимаете? А вот в ближайшие 75 тысяч лет все-таки есть преемственность, потому что вот какие-то артефакты, памятники остаются. А вот то, что было до этого, нету. Это вот, как я сказал, в лагере приезжает совершенно новый поток. И они как бы с нуля начинают жизнь. На новом месте и так далее. В новых домах себе строят. А не так, что приехали, там уже все готовое. Да? Нет, все надо с нуля начинать. И как бы заново строить цивилизацию. Хотя, конечно, никогда не бывает с нуля. Потому что я говорил, что Земля тоже проходит свои стадии, то есть 7 ступеней развития, да? И вот наши последние 75 тысяч лет, это как раз относится к последней, 7-й ступени развития, то есть это самый высочайшая ступень развития человечества на Земле, которое было, это вот мы сейчас достигли. До этого никогда люди не достигали. Хотя на каждой ступени, естественно, люди тоже достигают своего прогресса какого-то, да, но не до такой степени, как вот мы сейчас достигли. Вот. И в связи с этим тоже я не так давно рассказывал о населении Земли. Это тоже важно, да? Кто населяет и кто вот за эти, ну, в последние 75 тысяч лет, кого заселили, да? Да. Я вот как-то об этом говорил, что в первую очередь, чтобы вы знали, я напомню, большинство людей являются потомками марсиан, потому что больше всего было заселено именно душ с Марса. Я говорил, Марс, они себя, свою планету уничтожили, поэтому им деваться некуда было. И вот более-менее нашли подходящие условия на Земле, хотя на Земле отличались условия, чем на Марсе, но их немножко генетически подрепарировали так, чтобы они могли приспособиться к жизни на Земле. И я даже давал цифры точные, то есть больше всего именно марсиан, потому что их заселили порядка 2 миллиарда, то есть 2,5 миллиарда, а если точнее 2,3 миллиарда. На втором месте оказались тоже бедные несчастные. Это тоже я рассказывал. Планета Мальдек, которая вообще уничтожена была полностью, цивилизация. Они сами себя уничтожили. Так что планета вообще растворилась, исчезла, не существует. И эти люди, души,
Ну, души ведь не умирают, да, оставшиеся души, у них, ну, тяжелая травма, травму они пережили, и долгое время они лечились в межпространственном измерении. И когда, наконец, более-менее вылечились, вот, их решили заселить, и хотя они уже прошли на своей планете когда-то последнюю ступень развития в третьем измерении, то есть они, по идее, близки были к четвертому измерению, и у них вот этот произошел конфликт, а так как они уже достигли высокого уровня, там у них была и подобные, ну, скажем, атомному оружию и так далее, то они вообще всю планету свою уничтожили. В общем, они достигли достаточно высокого развития, но вот это в их памяти осталась вот эта травма несовместимая, очень долгое время они долго лечились, поэтому когда их решили опять воплотить, эти души, то все-таки снова как бы их в переходный период поставили. То есть как бы во второе измерение, но уже такое высоко развитое второе измерение. А так как на Земле была уже, наша планета была в третьем измерении, то решили Мальдек, и им это более-менее подходило, подземелье. Их поселили в подземельях нашей планеты, и там не 2 десятка, а около 2 миллиардов. Если точно, там где-то 1,9. Понимаете, сколько душ? Понимаете, что они там нарыли под землей? Мы понятия не имеем еще, что у нас под землей творится. А там целые города они себе построили, потому что они как бы, ну, уже находились в третьем измерении, и они там себе понастроили всяких, ну, достаточно хорошие условия жизни, там они живут. Они отличаются от нас, потому что они маленькие. У них рост где-то, ну, максимум метр, там, 80 сантиметров. Ну, такие маленькие человечки. Поэтому им тоже под землей удобно. Они там себе роют, города строят, инфраструктуру, все у них там есть. И они заселились, то есть их заселили, я тоже говорил об этом, 500 миллионов лет назад. 500 тысяч, то есть 500 000 лет назад. Вот около 2 миллиардов. И вот если как бы параллель проводить с сегодняшним днем, я вот говорил в прошлый раз, что под землей пришельцы, инопланетяне, у них там свои базы есть. Ну вот, чтобы вы знали, что у нас под землей находится. Там базы пришельцев, ну и также, так сказать, целые города этих душ с Мальдека, да, с планеты Мальдек. Но так как их поселили вот 500 000 лет назад, то, естественно, через несколько поколений они уже более-менее адаптировались и уже, так сказать, абсолютно были готовы опять вернуться в третье измерение. И поэтому многие из них как раз уже в наш, этот большой цикл в 75 тысяч лет, многие из них уже воплотились в человеческом теле. Поэтому получается, что на Земле в настоящий момент на втором месте это потомки с планеты Мальдек. И где-то на третьем месте непосредственно земляне. То есть те души, которые на Земле вот,
еще там с первого измерения, во втором измерении они развивались, и вот, наконец, в третьем измерении. Но я говорил вообще, на Земле раньше-то население оно было маленькое, ну, людей было не так много. Поэтому чисто землян никогда не было много. И если так, чтобы было понятно, в процентном соотношении, в настоящее время на Земле на первом месте, как я сказал, марсиане, это где-то 35% населения Земли, это потомки марсиан. Потом меньшее число, где-то 20%, это потомки из планеты Мальдек. Значит, это получается уже 55%, да, в сумме. Дальше, на третьем месте земляне непосредственно, 15%, нас еще меньше. И, значит, где-то в сумме получается уже 70%. И остается 30%. А вот эти 30% это уже сборная солянка. Я тоже как-то говорил, что с разных галактик, с разных планет тоже воплотились на нашей планете, но там уже разношерстные. Поэтому в генетическом отношении, я тоже как-то говорил, на Земле у нас 22 расы. То есть настолько разные. И я говорил, некоторые люди, они вроде бы так внешне, ну, люди как люди, да. А если генетически, я говорил о том, что два человека, вот две расы могут отличаться больше, чем обезьяна от человека. То есть больше разницы в генетической составляющей, чем у человека и обезьяны. То есть настолько разные. Хотя вроде внешне так все одинаково. Поэтому это важно тоже знать, чтобы, ну, понимать, да, люди разные. Поэтому не всегда как бы люди там по соседству живут, но не совсем понимают друг друга так до конца, да, логику иногда. Вот надо учитывать такие вот вещи генетические, что есть разница тоже. Хотя, естественно, не бывает так, что все-таки, когда из каких-то других галактик сюда души поселяются, то приблизительно они должны соответствовать своим развитием, да, к тому, в каком состоянии находится именно сейчас здесь на Земле ситуация. Вот. Поэтому вот надо знать, что вот эти категории, как я сказал, марсиане, Мальдек, земляне и остальные, они все приспособлены изначально, когда их сюда заселяли, они уже как бы учитывалось, чтобы они были приспособлены к жизни именно на Земле. Отсюда, несмотря на различия в генетических, как я сказал, вот расы разные, но если говорить о том, что в общем-то все более-менее одинаковые, то есть рост у людей, скажем, от метр, считается нормальный от 1,60 м до 1,90 м, да, это вот такой средний нормальный рост. Бывают, конечно, меньше и больше, но это меньшинство. Основные вот в среднем от 1,60 м женщины там, да, до 1,90 м мужчины, это вот, так сказать, основное население, несмотря тут на генетическую разницу, на расовую принадлежность, они все вот предназначены для жизни на Земле. Отсюда вот, чтобы было понятно, а вдруг откуда великаны, да, появились, которые совершенно не соответствуют. Так что вот этот рост 1,60 м, 1,90 м, это самый оптимальный для жизни на Земле. Все остальные, это уже как бы будет аномалия. И им будет нелегко на Земле. И
Поэтому вот великаны, как я сказал, непосредственно связаны с НЛО. Почему? Потому что это пришельцы. Это не земляне, это они не связаны с Землей, это инопланетяне. И надо понимать, я вот часто в беседах говорю о том, что мы не одни во Вселенной. Во Вселенной очень много разных цивилизаций на разном уровне и так далее. То есть на всех уровнях развития есть цивилизации. Есть цивилизации, которые гораздо ниже нашего уровня, а есть гораздо больше цивилизаций, которые выше по своему развитию, чем мы находимся. И таких цивилизаций больше. Вот. И я в одной из ранних своих бесед я как-то рассказывал о том, что вообще надо понимать, что пришельцы всегда были на Земле. Это не только последнее время. Всегда. Может быть, раньше еще больше. И я вот в одной из ранних бесед рассказывал о том, что если посмотреть на планету с высоты немножко под другим углом зрения, то можно увидеть, что наша планета – это сплошной карьер. Вот, например, вы представляете, как выглядит современный карьер, где добывают какие-то ископаемые. Да, там идут вот ярусами вот так это все, да? Такие горы появляются. Так вот, если под этим углом посмотреть на всю планету, то окажется, наша планета, она, ну, когда-то была сплошным карьером. Например, взять горы Гималаи, Тибеты, Тяньшань. На самом деле это карьеры. Это не, как ученые там говорят, геологические, там, вулканические образования и так далее, горы там, это естественно. Нет. Это все искусственно созданные, это все карьеры. Представьте себе, вот, например, вот сейчас там, где Тяньшань, вот в Киргизии, высокие горы, да, там была равнина, но там добывали, и вот столько всего добывали, что вот такая, вы знаете, когда копают, да, выбрасывают, вот такие холмы образуются. Так вот такие горы образовались, такие высокие. И сейчас они выглядят как горы, как естественное образование, потому что это было очень давно. Это могло бы быть 500 000 лет назад, 1 000 000 лет назад. Поэтому они уже превратились как бы в горы, там уже леса, растительность, животный мир появился. То же самое, например, знаменитый каньон. Посмотрите много фотографий этот в Америке, как он называется, Гранд каньон, да? Посмотрите фотографии. Но это просто, ну, там прям видно, как бы вот ехал огромный трактор по этот вот каньон. И вот собирал вот это, то есть вот он копал, понимаете, вот это, то, что идет вот внизу, это вот там просто ехала огромная машина, которая добывала это все. И прям видно, даже вот остались следы от того, этих машин, которые это все делали. А люди смотрят, о, красота какая, да, красота. Это на самом деле карьера. И я вот тогда в этой беседе говорил, если посмотреть, ну вся земля, везде горы и так далее, везде какие-то горы, долины и каньоны. Все это карьеры, если посмотреть. Ну и получается, что ну, кто-то чего-то у нас добывал все.
И получается так, если вот вся планета так выглядит, ну просто вся Земля выпотрошена. Кем? И нету этих машин, если бы... Почему люди не знают об этом? Потому что если бы это люди добывали, там, 200-300 тысяч лет назад, ну, какие-то бы машины там остались, да, железные, но это же огромные машины. А нету ведь. Машин нету, а следы остались карьеров. Это вот говорит о том, что это не люди добывали. Это прилетали сюда. Все, что хотели, добывали всякие полезные ископаемые. Приезжали со своими машинами. И потом все, естественно, увозили обратно. Поэтому этого не осталось. А преемственности, я говорю, что нету, потому что каждые 75 тысяч лет человечество меняется, и в памяти ничего не остается, то, что было до этого. И поэтому люди ничего не знают, понятия не имеют. Ну, они видят горы, да, горы, ну, горы, горы. А если присмотритесь, ну, вы увидите, что это настоящий карьер. Есть, кстати, даже некоторые блогеры специально этим занимаются и очень хорошие снимки показывают там. И космические, вот сейчас есть снимки, появились в интернете. Все это можно посмотреть и удостовериться. Да, просто вся Земля выпотрошена кем-то. И наверняка это сделали не люди. Где все эти богатства? Нету. Все вывезено. Вот, и все это было вывезено давно. А вот то, что в нашей истории осталось, все это задокументировано. В сказках, как я сказал, в былинах, в эпосах. Вот, например, если почитать индийские эпосы, то там описаны пришельцы. Прям конкретно пишут, что это вот типа боги, вот они прилетели. И там из контекста понимаешь, что они вместе, то есть среди людей жили, помогали даже людям и так далее. И летали, то есть они не знали, как назвать вот эти летающие объекты, поэтому они там по-разному назвать, ну вот, что имели способность летать, вот они летали. Кроме этого, они тоже описывают, что они обладали оружием, ну, страстным оружием, ну, которое человечество тогда, в то время они имели только копья и так далее, а эти имели такое оружие, ну что-то вроде атомного или близко к этому. И в одном эпосе индийском, в Махабхарате, по-моему, если мне память не изменяет, там просто описана битва между богами. Они так пишут, богами. На самом деле это пришельцы, инопланетяне. Так как достаточно много их было, и это вот в нашу эпоху, и как я сказал, или еще не говорил, надо понимать, что это были из разных галактик, из разных планет. И вот иногда у них между собой возникали какие-то споры и доходило вот до войны. То есть боги между собой начинали воевать, то есть пришельцы. И вот в эпосе в индийском описано, что там вообще, говорит, они начали стрелять, это страшное смертоносное оружие, там огненное, такой шар полетел, и там полгорода нету. Понимаете, каким оружием они обладали? И это все описано. Вот такой огненный шар прилетел, полгорода нету.
Но при этом, естественно, они говорят, что это было не против людей, то они между собой. Ну, людям, так сказать, рикошетом тоже досталось. Вот. Так что очень много тоже и сказок, и в греческой мифологии тоже описаны как пришельцы, как боги, полубоги и так далее. Да? Ну и самое главное – артефакты. Артефакты и строение. То, что осталось. Вот. Если посмотреть, то практически во всех уголках Земли, так как я говорю, что они прилетали из разных галактик, из разных планет, пришельцы, ну, чтобы, так сказать, взаимно не мешать, они все-таки как бы делили. Ладно, здесь кто-то уже этот кусок занял, кто-то этот кусок занял. Причем прилетали, вот почему иногда там возникали войны между пришельцами, потому что прилетали-то как и негативно поляризованные, так и позитивно поляризованные. И хотя они старались как бы друг другу в дорогу не входить, но иногда все-таки возникали споры. Редко, но иногда возникали. Но так как они понимали, что обладают смертоносным оружием, то они все-таки старались как-то, ну, больше дипломатически договориться, но иногда не удавалось. И вот это как раз описано в индийском эпосе, такая битва. Так что вот эти разные цивилизации, они тоже были на разных уровнях, но очень много оставили по себе. Вот всяких строений. Я много раз рассказывал о пирамидах в Египте, да, о пирамидах в Перу. Последний раз тоже упоминал остров Пасхи, вот эти истуканы там огромные. Кстати, если брать наш период, то вот именно на острове Пасхи первые появились пришельцы 60 тысяч лет назад, и вот тогда вот эти истуканы и там кое-какие строения до сих пор остались, которые они сделали, то есть 60 тысяч лет назад. Вот самые первые такие были ласточки, которые туда приехали. Потом было их все больше, больше. Наконец, знаменитая Атлантида. Там были пришельцы, но очень высокоразвитые, шестого измерения. Они помогали вот в Атлантиде, и оттуда в греческой мифологии сохранились вот это слово «атланты». То есть огромные люди, атланты, да? Вот как мы говорим «атлант» это... Так вот, это были пришельцы огромного роста. И по описаниям, и даже вот по тем останкам, которые вот не так давно находят люди, не так много, не так часто, но в разных частях находят. И там получается, что эти великаны от 3 метров до 15 метров. Понимаете, такие великаны 15 метров. Ну, естественно, вот их называли, то есть они разные были, потому что из разных галактик. Одни были там 3 метра, другие были 10 метров. А вот, по всей видимости, атланты, они были самые огромные, по 15 метров, по 18 даже, некоторые говорят, утверждают. Ну, в общем, в среднем, можно сказать, 15 метров, ну, это огромные люди, понимаете. Но были также маленькие, кстати. На некоторых рисунках в Индии, например, или в Перу, на этих пирамидах, на всяких сооружениях очень много ведь рисунков. И там есть рисунки, где вот такие маленькие человечки, потому что рядом стоят люди, видно как бы нормального роста человек, и рядом пришелец, потому что он в скафандре. И ростом где-то, ну,
метров 70, потому что в 2 раза ниже человека, но в скафандре. Вот такие вот рисунки остались. То же самое в Индии. То есть были такие маленькие, ну, которые не были приспособлены вообще к жизни на Земле, поэтому они были в скафандрах. А вот эти великаны, они из высших измерений, как правило, все великаны были. И они более-менее так были приспособлены, могли здесь жить. И судя тоже по всем этим строениям, которые вот сохранились, кстати, сейчас раскопки тоже ведутся в России в разных частях, там в районе Урала, в Сибири, там, кстати, на Кольском полуострове нашли тоже поселение целое, и тоже там какие-то мегалитические сооружения, огромные тоже блоки каменные. Вот это характеризует везде вот эти огромные мегалитические сооружения в разных частях. Вот в России, в Сирии, да, в Ливии знаменитый этот Бальбек, огромные сооружения. Ну и, конечно, в Индии, Китай, Индия, вот в Индии огромное количество храмов. Но там Индия, там из другой цивилизации были, они почему-то специализировались в скале. Ну, обычно как, все строят как бы на земле и строят, ну вот так строят вверх здания, да? А в Индии там вот берется скала, и в скале выдалбливается замок вниз. Поэтому там как бы надо спускаться вниз в замок, да? Вы, наверное, видели тоже, сейчас очень много можно увидеть всяких фильмов. Прям вот цельная скала, и там вытачивается из этой скалы вниз храм. Причем ну, потрясающей красоты. Люди сейчас вот очень часто туда ездят, естественно, посмотреть, как и что. Те, кто немножко разбирается, они все за голову хватаются и говорят, ну как это возможно? Ну сейчас, но нету таких инструментов, чтобы можно было в скале что такое создать. Причем там же филигранная работа. С одной стороны, надо иметь огромные какие-то машины, чтобы сначала вообще как бы территорию обозначить, да? Там тоже вот такие разрезы огромные. А потом внутри храма, там филигранная работа, там, говорит, ну вот недавно вот современные, уже ультрасовременные токарные станки могут такое сделать. Но опять-таки это стационарно, это надо ну, какой-то блок поставить на такой станок токарный, и там можно вот какие-то вот такие вот вещи выточить. А как же они там делали? Там это все цельно. Например, колонны. Удивительные колонны. Это не так, что взяли, поставили это в пустое пространство, там где-то выточили колонны, и потом ее привезли. Нет. Она просто находится, вот это все в куске было, и прям из этого куска вырезали. А как? Сейчас вот в наше время нет таких инструментов, которые могли бы такое сделать. Причем филигранно, необычайно красиво. И там всякие и рисунки, и узоры. Камень твердый. Как это? Люди за голову хватаются. Не понимаю. И с другой стороны, некоторые колонны отшлифованы так, что даже ну, сейчас невозможно так было бы отшлифовать. Идеально. То есть там добивается. Ну, советую всем поискать. В интернете достаточно много. Есть и видеофильмы, и рассказывают очень много. Ну, действительно, уму непостижимо, как это возможно было.
Так вот, эти памятники остались в Бангкоке, тоже храмы где-то в джунглях. Никого там нету, и вдруг храм, да, весь заросший уже. Деревья там прямо из него растут. То есть покинутый храм, но необычайной красоты. И там вот смотришь, в Бангкоке люди сегодня, в 21 веке, они какие-то себе лачуги строят там на берегу, как правило, какой-нибудь речки, там из бамбука, там, такие примитивные, да. А тут пару километров вглубь идешь в джунгли, и там потрясающий совершенно храм. И думаешь, чего это этот храм заброшенный, а они себе какие-то из бамбука лачуги строят, да? Странно. Если вот у них под носом было такое построено, почему они такие себе дома не построили, да? Вопрос возникает. Да потому что это не они строили. Они единственное, что могут, это вот, да, из бамбука построить себе такое жилье, а понятия не имеют, как построить такой храм, потому что это не они строили. И то же самое в Индии, в скалах эти вырубленные храмы. А почему сегодня они такие храмы не строят? Да потому что нету ни инструментов, ни возможностей, и невозможно такое построить. То же самое, как пирамиды. Я говорил, что пирамиду сегодня, вон, японцы пробовали построить пирамиду, такую маленькую, не получилось у них. Причем используя современную технику, и там, не получается, там, буквально там на сантиметр где-то не так поставили, и идет наклон уже огромный, понимаете, вот маленькая ошибка там, и все, и уже все блоки пошли не туда, понимаете как, то есть там тонкий расчет должен быть, все так подогнано, иначе это все не будет держаться. В общем, они это дело бросили, потому что сказали, что это невозможно. Ну, нет таких инструментов, чтобы все точно это сделать. А несколько тысяч лет назад вот пирамиды были построены, до сих пор стоят. Да, как? Причем огромные блоки. Несколько сот тонные такие блоки, которые даже сейчас вот поднять было бы проблематично. Вот, мы имеем эти артефакты, мы имеем это все сохранилось. Ну и в конце концов, последние такие огромные сооружения – это античность. Это уже в Европе, да, это вот в Греции, в Италии, Рим. Там остались развалины из античности. Да? И это тоже огромные сооружения. Есть, кстати, вот в интернете тоже можете посмотреть. Был такой гравировщик, ну, гравюры рисовал, Пиранези, может быть, слышали, итальянские. Он, кажется, в начале 18 века, конец 17-го, начало 18 века, то есть не так давно он рисовал, ему заказывал, насколько я помню, если не ошибаюсь, Папа Римский. То есть он ему хорошо платил, Папа Римский, и, так сказать, просил его, чтобы он рисовал. Пиранези отличался тем, что он рисовал абсолютно точно. То есть как фотографию. В то время не было фотографий, да? Он рисовал как фотографию. То есть все пропорции, все было соблюдено. То есть абсолютную копию делал. И причем это вот наглядно там все видно. И огромное количество он сделал этих литографий, гравюр. В интернете, слава богу, можно найти. Они выложены. Так что советую всем посмотреть. Ну, потрясающая работа. И там вот он очень много всяких развалин античных нарисовал. Ну и там видно, потому что там иногда он рисовал, там человек стоит. То есть какие-то люди, и он прямо вместе с людьми нарисовал. Ну и видно, что
это все не соответствует нормальному человеку. Потому что вот, например, там дверь, стоит там рядом с дверью человек, а дверь там 3-метровая в здании. Да? Вопрос, зачем людям 3-метровая дверь? В современных вы нигде не встретите 3-метровые. Окна, потом, значит, лестницы. Смотришь, ну, прямо он там рисует, там не везде, но в некоторых видно вот четко, точно лестница сделана, все выверено, но ступеньки, ну там по полметра вышиной, да, явно не для человека. Но сдалека смотрится как вот нормальная ступенька, а когда рядом человек подходит, ну там вот каждая ступенька огромная, нечеловеческого роста, да. Вот у него это можно увидеть, и это вот античность. И то же самое, вот такие вот ступеньки сохранились в Перу. Тоже можете увидеть фотографии и видео, даже фильмы. Там тоже, вот там, где пирамида, тоже развалины, но сохранились ступеньки. И тоже там люди на этих ступеньках, они взбираются. Сдалека смотришь, вроде ступенька. А когда поближе смотришь, там люди, ну, видно, что ну, каждая ступенька, там, не знаю, 1-1,5 вышиной. Да? Ну так, на глаз, потому что видно, что люди должны туда взбираться на каждую ступеньку. Ну, то есть явно это не для людей были ступеньки созданы. Окна в зданиях огромные. Ну и потом тоже у Пиранези очень хорошо видать, вроде бы развалин, но все-таки видно, он иногда внутри какого-то здания рисует. Ну, огромные потолки совершенно. 15 метров вышиной, 20 метров вышиной. Зачем людям такие помещения огромные, правильно? И, соответственно, потом окна, да, по 10 метров вышиной. Ну, все это вообще гигантомания какая-то. Ну и многие там искусствоведы говорят, ну, в то время вот люди страдали гигантоманией. Да нет, просто это строили не люди. И у Пиранези опять-таки тоже видать, таких немного, но есть некоторые гравюры, где очень хорошо видно. Старая кладка, прям вот фундамент и первые такие этажи видно. И причем тоже видно, сохранилась даже вот дорога, которая ведет, да, и тоже выложена. Идеальная кладка. Огромные блоки, но идеально подогнаны. И видно там у него рядом уже видно современное. И видно современное, ну это вообще какой-то, ну позор какой-то. Правдоподобие. Вот. Ну хотели подать, ну что-то близкое подобное сделать, но это просто выглядит позорно. Неудольно все это. Ну все это как-то так. И вот эта старая кладка идеальная. И вот во многих постройках это видно. Старое то, что вот кладка сохранена, идеально там все подогнано, и современное тяп-ляп. По сравнению с этим. И поэтому даже вот эти развалины, они до сих пор стоят. Не разваливаются, да? Ну что были построены. И как я сказал, что вот эти великаны, как правило, это были пришельцы с высших измерений. Вот очень мало таких осталось рисунков, где вот эти маленькие, я говорю, были. Их мало было. Это все-таки были больше даже вот с 3-го измерения высоко развитые какие-то, которые технологически были развиты, и вот они в скафандрах прилетали. Ну, таких было мало. А вот великаны, это явно они были уже высокоразвитые.
вот такого роста, и они строили для себя вот эти вещи. С одной стороны, ну, они сами где-то должны были жить. С другой стороны, они очень много чему научили. Все-таки, если посмотреть на Средневековье, замки, я, слава богу, побывал во многих замках, в Европе очень много сохранилось замков, даже до сих пор там люди живут. Я побывал в разных замках и видел, и могу сравнить средневековые замки с античными. Ну, большая разница. Хотя видно, что как бы есть преемственность. Но, в отличие от античности, средневековые, они созданы для человека, для людей. То есть для нас, потому что я там смотрю, они, как правило, вот буквой «П», эти замки. Там в средней части, как правило, там у них проходили балы, какие-то званые обеды, и там, значит, большие гостиные, большие комнаты и так далее. А вот во флюгелях, как правило, с одной стороны прислуга, а с другой стороны они сами жили, хозяева. И в этих нормальных помещениях, где они сами жили, ну, каждый день проводили время, там абсолютно нормальные комнаты, потому что, ну, я там гулял, даже пару раз ночевал в замках, у меня там были знакомые. Я там тоже часто играл концерты, поэтому, ну, видел, бывал тоже вот в этих как бы приватных помещениях, да, у хозяев. И иногда даже некоторые, особенно там замки с X-XI века, очень старые, меня даже удивляли, там комнатки были очень маленькие, даже вот потолки были низкие. И двери, вот я говорю, вот двери, надо было немножко нагибаться, чтобы войти. И такие вот потолки ниже, чем вот даже современные дома. То есть видно было, что все-таки они старались не очень, ну, может быть, тоже связано, чтобы теплее было помещение, там вот стены, ну, такие метровые толщины стены. Поэтому там летом, в принципе, не жарко, а зимой, ну, не холодно особенно. Стены огромные, но при этом вот потолки невысокие, в отличие от античных. И видно, что вот эта вот преемственность, то есть люди научились архитектуре, но уже, как, так сказать, под себя строили. Поэтому тоже в Средневековье очень много ведь прекрасных строений, которые уже люди строили, потому что это как бы нормальное строение, для людей предназначенное. И видать вот эта преемственность, которая часто вот эти прекрасные строения в средние века, они все-таки ориентированы были, видно, что вот эта преемственность от античности. Тоже колонны обязательно, да, какие-то фигуры, украшения, вот это здание. Вот видно, да, что вот... Ворота для человека. Да, да. Вот эта преемственность, и они научились, то есть, вот я говорю, вот эти пришельцы практически все, что человечество сегодня умеет, они всему этому учили, и даже больше. И кроме этого, я вот говорил, музыкальная система. Это тоже явно придумали не люди, это тоже нам дано. Так что в сфере культуры, медицины, земледелия очень многому научили. Другое дело, я об этом тоже рассказывал подробно в одной беседе, что надо всегда помнить, что мы в третьем измерении находимся в биполярном мире. Здесь есть позитивные и негативные. Да? И вот 10 тысяч лет назад негативные захватили власть. И с тех пор они эту власть до сегодняшнего дня держали.
И негативные, они отличаются от позитивных тем, что, я всегда говорю, отличие очень простое. Негативная поляризация – это человек служит себе, то есть он для себя старается, а позитивная – он старается для других, и вообще общность, то есть мы вместе. Вот такая есть у позитивных, как бы естественное желание, давайте вместе все. А вот у негативных, они вот все для себя. И вот это вот разница. И вот они захватили, поэтому они, естественно, только для себя старались. И управляли всей планетой. Для них это было, ну, честно говоря, не так сложно. Потому что они поняли простую вещь. Надо сделать две вещи. Образование и технологии. То есть все знания, которые человечество получило от пришельцев, от великанов, они сохранили для себя и утайнили. Поэтому они обладали этими знаниями, но людей держали в темноте. Поэтому простой народ не умел ни читать, ни писать. А они умели и читать, и писать. Или-то всегда же так было. Да. Поэтому они вот прекрасно поняли, что если людей держать в теме, будьте здоровы, да, если, так сказать, отсечь от образования, то ими легко управлять. Вот поэтому люди были необразованы, читать не умели, писать не умели. Единственное, что у них оставалось, это вот сказки, былины. Отсюда вот эта народная мудрость, она передавалась через сказки. Но никто писать не умел и так далее. А они вот, так сказать, образование было только для высших сфер и технологии. Они технологиями тоже пользовались, но только для себя. Простой народ жил вот во всех отношениях в темности. И вот они вот пару тысячелетий добрых держали эту власть. И вот впервые она пошатнулась, я об этом тоже говорил, когда 100 лет назад Советский Союз образовался. И это было впервые в истории за несколько тысяч лет, когда образовалось государство позитивно поляризованное. И Советский Союз был позитивно поляризованный. Хотя, естественно, как каждое молодое государство, там было очень много проблем, которые надо было решать, и часто решалось это кардинальным путем и так далее. Но отличие было в том, то, о чем я говорю, то, что сделал СССР, всеобщее образование. Такого никогда не было в истории. А в Советском Союзе сделали обязательным для всех. Отсюда технологический взрыв. Люди образованные, тут же наука начала развиваться, огромные деньги государство вкладывало. И, ну вот посмотрите, в 24 году, ну формально в 21-м, но а так окончательно в 24 году где-то Советский Союз образовался. Первые три государства, в 21-м, да, кажется, это было, вот, и через 40 лет уже в космос летят. Хотя я говорил, когда Советский Союз образовался, было около 20% людей, которые умели читать. А если вот брать Среднюю Азию, Киргизия, Казахстан, то у нас 2% людей умело читать и писать. Представляете, а через 40 лет уже в космос летим. Вот что делает образование. Сразу идет взрывной рост. Вот всеобщее образование, причем это сделали обязательным. Тут же начала наука развиваться, тут же появились
умные люди, ну потому что если людям дать образование, оказывается очень много талантливых людей кругом. Гении появляются и так далее, и вот это идет взрывной взрост. А капитализм, естественно, когда увидел такое, ну, идет, поняли, что надо конкурировать, а конкуренцию без этого они не выиграют, то они тоже у себя вынуждены были образование вести тоже обязательно. И так началась конкуренция. Причем знаменитая фраза была, по-моему, Кеннеди сказал, президент Америки. Вот когда была острая фаза конкуренции между Советским Союзом и Америкой, вот он сказал, что у нас самая главная проблема – это образование. Мы проигрываем в образовании. По-моему, он сказал. Но я не даю голову на отсечение. Важно то, что я просто хочу сказать, что капиталистический мир понял, что чтобы выиграть конкуренцию, надо тоже, к сожалению, вот они вынуждены были образование. Да? Отсюда, вот видите, в 20 веке вдруг вот взрывной рост. А до этого, вот начало 20 века еще везде транспорт был конный. А под конец 20 века уже самолеты. Это была уже абсолютно нормальная вещь. Да? То есть так быстро начало развиваться. А до этого там 20 веков практически ничего не менялось. Взять начало нашей эры от Рождества Христова, люди на конях ездили, так и вот под конец 19 века много это не изменилось, люди по-прежнему на конях ездили. А потом вдруг вот за 100 лет уже в космос летают, да? И самолеты и так далее. Как это так? Да вот потому, что правили негативно поляризованные, они отсекли человечество от образования и от технологий. И искусственно иногда появлялись какие-то гении, вон как Леонардо, который придумал все время какие-то интересные вещи, как Никола Тесла, да. Но эти все технологии тут же придавали им гриф секретности, и все. Поэтому вот эти все достижения, они только для себя сохраняли, а человечеству не давали. Ну вот, пришел Советский Союз, и стало это невозможным. И вот благодаря Советскому Союзу человечество вот начало очень быстро развиваться. Ну и сегодня уже, как я сказал, мы дошли до такого момента, когда все, негативная поляризация начинает проигрывать. И поэтому в ближайшее время очень многое изменится и в этом отношении тоже. В смысле технологическом, в смысле медицины, в смысле образования. Потому что образование, вот то, что да, всеобщее образование это хорошо, но все-таки это образование на самом деле на очень низком уровне находится. Вообще качество образования надо повысить. И вот я думаю, что в ближайшие годы тоже качество образования будет повышаться, люди будут тоже умнее. Я говорил, что сейчас тоже очень талантливые люди рождаются. В общем, мир будет стремительно меняться в ближайшие десятилетия до неузнаваемости. И я надеюсь и думаю, что в конце концов вот эта тайна, связанная с великанами, это все станет явью. И наконец-то тоже людям раскроют засекреченные документы, которые хранятся в разных архивах секретных. И там очень много тоже и
о великанах и о взаимосвязи с ними. Все это есть. Все это выйдет наружу. И все это станет явью. То есть люди с этим познакомятся. И многие вещи, даже в технологическом отношении, они ведь оставили это все задокументировано. Просто это держится в тайне. И вот эта технология, которую они нам оставили, до сих пор она могла бы быть супер технологична. То есть мы до сих пор еще не дошли до тех технологий, которые нам великаны оставили. Мы близко подходим к этому, но еще не дошли, до многого еще не дошли, тому, чему они нам оставили, и это задокументировано. Просто это все, так сказать, от человечества отсечено. Но это все есть. Это все задокументировано, потому что великаны, они не понимали, они не только устно передавали, да? Это прежде всего было записано, но даже этого было мало, они поэтому вот, я говорил, пирамиды, там все стены расписаны. И там все показано, просто люди смотрят и не понимают. Хотя, если внимательно посмотреть, то там многое описано. И даже вот есть рисунки, где по медицине очень многое. Потом, как надо операции делать и так далее. Вплоть до генетики, до генетического вмешательства. Все это они уже давно, эти знания нам дали. То есть оставили. Просто все засекречено. И вот сейчас генетика типа развивается. А в то время то, что великаны нам оставили, современная медицина пока еще даже близко не подошла к этому. Не говоря уже о других вещах, вот типа, да, конечно, мы считаем, что это огромный прогресс, что вот у нас появились там машины, самолеты, но это все по-прежнему, это не те технологии. Потому что если даже почитать вот эти старые эпосы внимательно, там никто не пишет о том, что вот эти летающие какие-то аппараты с грохотом летали, вот как наши самолеты. Вот самолет полетит, тут уже надо уши закрывать, да? Такой грохот. Не, они... То есть никто не пишет, что там какой-то вот беззвучно. То есть явно, вот читая внимательно, можно было понять, что эти летающие аппараты были беззвучные. То есть это говорит о том, что это совершенно они имели другие основы. Нет. Тем более, что бензин тогда еще никто не добывал, откуда бензин. А аппараты летают, да? Поэтому там совершенно другие технологии применялись. И все описывают, что они летали. Это и в Южной Америке сохранились там записи, и в Индии, и в европейских некоторых вещах. Везде, где были, они все пишут, что они летали. Вот на каких-то там... Каждый там... Названий-то не было, поэтому каждый придумал, что хотел. Там челноки, всякие названия придумывали. Колокола. Колоколообразные такие были тоже. Тарелки. Вот. И все это летало. Ну, как-то летало. И явно они не летали на каком-то авиационном топливе и так далее, правильно? Так что вот эти технологии, они все это нам оставили. Но все это засекречено. И под 7 замками. И я надеюсь, в недалеком будущем все-таки люди доберутся до этих тайных архивов. Все это. И это будет еще один толчок в развитии. Будет очень мощный толчок. Причем во всех направлениях, как я сказал, и в медицине, и в машиностроении, и вообще в технологии. И вообще уровень жизни резко изменится. Мы близко к этому подошли. Уже вот на пороге стоим. Так что я надеюсь, скоро это произойдет. И пока что вот
про великанов я вот столько могу рассказать, но я думаю, в ближайшее время гораздо больше информации появится. Спасибо, как всегда, ты очень за гранью понимания, за гранью понимания. Да. Ну вот, я надеюсь, что самое главное, я даю что-то до размышления. Да, есть на чем тоже. Да, и самое главное, вот я говорю, чтобы понять, что происходит сегодня, надо видеть в целостности картину, то есть весь наш блок 75-тысячелетний. Да, вот тогда вся картина становится ясной, где, что, откуда уши растут и так далее. Понимаете? Нельзя рассматривать в коротком периоде. Надо сразу вот в общий вид, потому что все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Очень интересно. Так что думайте, размышляйте, делитесь. Ну и всего наилучшего вам, Айсулу, и всем, кто нас слушает. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.